Какие косвенные доказательства вхождения в эпоху Водолея? Существует мнение, кстати, подтвержденное современными учеными, что малые тонкие воздействия оказывают большее влияние на физический мир, чем сильные воздействия. Известен пример с иглоукалыванием, когда иногда достаточно одной иголки, чтобы исцелить человека, вместо килограммов таблеток и операций. На этом основывается астрология. В зависимости от положения небесных светил усиливается влияние на те или иные области человеческой деятельности или даже на природные явления. Обычно связывают перемещение точки весеннего равноденствия в созвездие Водолея с усилением таких черт, как свобода, в том числе в области прав человека, в творчестве, свобода информации, коллективизм, развитие новых технологий и прочее. И, конечно, новое может родиться только тогда, когда в нашу жизнь вернется Бог и Его закон. В настоящее время мы наблюдаем колоссальный прорыв в области новейших технологий. Интернет, искусственный интеллект, сотовая связь и многое что еще. Такой прогресс реально говорит о том, что что-то в мире очень сильно изменилось. Однако одновременно и наряду с этим появляются попытки ограничить интернет и вообще любой свободный обмен информацией. Современные технологии используются во многом против человека. ГМО, химтрейлы, системы слежения и контроля над человеком и его финансами и многое другое. Все это можно трактовать как влияние Водолея и сопротивление этому влиянию. Ведь, судя по расчету, эпоха только началась. С начала эпохи прошло только 90 лет. А в среднем прохождение по одному знаку зодиака, точки весеннего равноденствия, длится 2160 лет. 25 868 или 25 920, разделенное на 12 знаков зодиака, равно 2160 лет. Число приблизительное. Вполне возможно, что оно может меняться от одного знака к другому. Так что нам ожидать? Из физики известен пример. Если не давать пару выхода из емкости, то он рано или поздно разорвет эту емкость. То же самое может произойти с планетой. Если искусственно замораживать интернет-коммуникации и использовать новейшие технологии только в ущерб человеку и природе, то рано или поздно энергии новой эпохи вырвутся из ограничений и произойдет катаклизм, как и должно случиться при конце сидерального года. Старое должно быть сметено, чтобы уступить дорогу новому. Какого порядка будет этот катаклизм? Тут я не владею никакой информацией. У Елены Петровны Блаватской описаны катаклизмы
происходящие в разные эпохи на протяжении миллионов лет. Это и погружение под воду целых материков, как было в случае с Атлантидой примерно 800 тысяч лет назад. Материк, по размеру превышающий Азию, ушел под воду за 1 ночь и 2 дня. Это смещение земной оси, которое происходит регулярно в определенные сроки. Возможен вариант, как с планетой Фаэтон, которую ее человечество довело до полного уничтожения, о чем говорит пояс астероидов между Марсом и Юпитером. По сути, катаклизмы уже начались, пока они идут щадящими темпами, но уносят ежегодно миллионы душ. Войны, стихийные бедствия, эпидемии, некачественная пища и вода, разрушение озонового слоя запуском тысяч спутников, химтрейлы, некачественная медицинская помощь. Есть ли что-то обнадеживающее? В 2004 году под руководством владык я написала книгу «Добро и зло. Частное прочтение тайной доктрины Елены Петровны Блаватской». Микушина Т.Н. «Добро и зло. Частное прочтение тайной доктрины Елены Петровны Блаватской. Омск. Издательский дом «Сириус», 2007 год. 168 страниц с иллюстрациями. Потом на протяжении 2005-2021 годов я принимала послания владык мудрости. Микушина Т.Н. Книга мудрости. Омск. Издательский дом «Сириус», 2025 год. Я не была готова к этой работе. И много раз мне говорилось, что меня выбрали не из-за больших достоинств, а потому что все предыдущие кандидаты не смогли выполнить эту работу по разным причинам. Зачем же нужно было на протяжении такого большого промежутка времени с определенной периодичностью приходить и передавать послания человечеству Земли? Ответ заложен в содержании посланий владык. Впереди человечество ждет что-то страшное. Человечество находится на краю пропасти. Наступает время жатвы. Те души, которые не годны к дальнейшей эволюции, подлежат уничтожению. Дается способ, как сохранить душу. Для этого нужно возвышать свое сознание и предпринимать усилия для спасения как можно большего количества душ. Даются тщательные разъяснения, практики, методики, как и что делать. В книге свыше 1200 страниц. Внешний мир является зеркалом, в котором отражается коллективное сознание человечества. Если достаточное количество индивидуумов в это сложное время способны поддерживать свое сознание на божественном уровне, то негативные изменения пройдут самым щадящим образом. Послания были распространены во многих странах, переведены на 20 языков и изданы в 10 странах. Существуют сайты, видеоканалы. В соответствии с пожеланием владык, все находится на открытом доступе. Сделано все, что можно было
сделать. Бог спасет тех счастливцев, которые смогли воспользоваться переданными владыками знаниями для спасения своей души и душ вокруг. Татьяна Микушина. Свет и любовь.